you go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре мы с вами рассмотрим одни из самых уникальных наушников форм-фактора вкладыши, что я когда-либо тестировал, от компании Penon и стоимостью $199. И приходят они в очень такой небольшой желтой фирменной коробке с изображением самих наушников здесь на лицевой части, логотипом компании и названием этой модели кондуктор. Ну а здесь уже указаны технические характеристики этих наушников. И за звук в этих наушниках отвечает один динамический драйвер с сапфировой диафрагмой диаметром 14,2 мм, дополненный драйвером костной проводимости диаметром 11,2 мм. Ну а чувствительность составляет 117 дБ, и они получили сопротивление 16 Ом. И на раскачку эти наушники довольно легкие. Ну а теперь давайте лучше рассмотрим комплектацию этих наушников более подробно. Наушники. Кабель с коннекторами MMC-X и балансным штекером на 4,4 мм джек. Кожаная стяжка для кабеля. Фирменный кожаный кейс для хранения наушников. Амбушюры. Специальные резиновые кольца. Клипса. Инструкция по настройке переключателя для драйвера костной проводимости. Ну и специальный инструмент для регулировки усиления эффекта драйвера костной проводимости. Эти наушники довольно крупные, изготовлены из прозрачной красной смолы с золотистой надписью Penon кондуктор на их круглых лицевых панелях. А здесь располагается очень надежный разъем MMC-X для подключения комплектного кабеля, а рядом еще здесь на внутренней части находится едва заметная маркировка каналов. Но что действительно здесь бросается в глаза, так это очень маленький, но важный переключатель для усиления эффекта от драйвера костной проводимости. И его регулировка осуществляется с помощью прилагаемой в комплекте отвертки. И всего здесь, ребята, существует 5 режимов настройки. Если поворот против часовой стрелки увеличивает эффект, то поворот по часовой стрелке наоборот его уменьшает. Но сразу вам скажу, что ради интереса я попробовал разные положения, но все же в итоге я оставил именно стандартную настройку, так как она мне показалась наиболее сбалансированной. И да, если что, вернуться к стандартной настройке вы всегда можете, заглянув в инструкцию из комплекта. Ну мало ли, если вдруг забудет кто, конечно. Ну а сейчас, я думаю, вам всем интересно, как же обстоят дела с посадкой у этих наушников. Так вот, друзья, говорю вам как есть. В сравнении с внутриканальными наушниками подобные вкладыши, конечно, в моих ушах сидят уже не так идеально, поскольку у них банально нету той глубины посадки и такого же хорошего прилегания к уху, что есть у АМ. Но в целом для такого формата посадка у них уверенная и достаточно стабильная. То есть я могу спокойно даже куда-то передвигаться в этих наушниках, и у меня они при этом не выпадают из ушей. Но тем не менее, все же нужно учитывать, что, например, для маленьких ушей эти наушники точно не подойдут. Да и для любителей послушать музыку на улице или в метро шумоизоляции в них будет недостаточно, поскольку у них есть вот этот явный эффект открытости. Но зато вот для всех остальных ценителей наушников именно такого форм-фактора тут есть то, что вас точно порадует. Ну а приобрести гибридные наушники Penon кондуктор вы сможете прямо сейчас в официальном магазине компании Penon Audio на AliExpress, либо на их официальном сайте penonaudio.com. Ну а все необходимые ссылки на покупку этих наушников, как всегда, будут в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. Ну и как, наверное, многие из вас уже догадались, речь сейчас пойдет о том, как звучат эти наушники. И начнем, как всегда, с низких частот, потому что для своего форм-фактора кондуктор действительно умеет удивлять. И начнем с того, что низкие частоты у этих наушников очень точные и ощутимые. Бас мягкий, аккуратный, не пытается как-то излишне выделяться и забирать абсолютно все ваше внимание, но его присутствие реально чувствуется физически. Не так, конечно, как у АМ, но
тем не менее, когда вступает басовая партия или ударные, появляется легкая такая ощутимая вибрация, которая добавляет глубину и создает то самое ощущение плотности звучания. И это особенно заметно на электронной музыке, драм-н-бейсе, хип-хопе, где каждая партия низких частот имеет свою текстуру. Каждое движение баса ощущается, но при этом не теряется общий контроль и частота подачи. А мидбас тут представлен как плотный, достаточно массивный и ритмичный. Он держит форму, не размывается, и партии ударных или бас-гитары ощущаются отдельно и более структурно, собственным весом и фактурой. При этом мидбас здесь остается всегда музыкальным и естественным, но никогда не давящим, поскольку он уверенно поддерживает ритм и всю динамику трека, и вам легко слышно, где начинается и уже заканчивается звук. Да так, что каждая партия низких частот воспринимается уже более отдельно, но при этом все будто всегда объединяется в такую единую и целостную картину. И в итоге низкие частоты в этих наушниках — это про отличное сочетание плотности, точности и естественности. Они создают достаточно такую глубокую музыкальную основу, которая ощущается физически за счет драйвера костной проводимости, но при этом она полностью контролируема и делает звук более живым и аккуратным. Я думаю, что для вкладышей такого формата это действительно редкость, и такая более сбалансированная и естественная подача делает кондуктор более уникальными наушниками. Ну а средние частоты в наушниках Pennant Conductor — это в первую очередь про тепло, музыкальность и естественность звучания, которая сразу привлекает ваше внимание. Вокал передается тут как очень плотный, выразительный, с естественной текстурой и легкой шероховатостью и всеми нюансами интонации, что делает голос более живым и осязаемым, словно вокалист находится сейчас прямо перед вами, немного выйдя вперед по построению в звуковой сцене. И мне реально нравится, как он плавно вписывается в общую картину, органично как бы соединяясь с инструментами и создавая такое более цельное звучание, и ничего не ощущается как бы искусственно выделенным, поскольку подача в этих наушниках не была излишне энергична, чего не скажешь уже про Harman модели. Ну а инструменты подаются тут с массой и весом, да так, что каждый сохраняет свою фактуру и слоистость. И, например, гитары передают всю характерную толщину струн и динамику аккордов, клавишные звучат прям так упруго, структурированно, ну а синтезаторы добавляют той самой прозрачности и легкой воздушности на фоне, поддерживая уже общее ощущение всего объема композиции. И все всегда на выходе здесь воспринимается именно одновременно, но при этом детали остаются отчетливыми и ясными. Каждая партия слышна, но не ощущается отдельно и, так скажем, оторвана, а наоборот, очень естественно уже взаимодействует с остальными. И именно такой подход создает уже такое более лучшее ощущение сцены и структуры композиции, где вам легко уловить движение инструментов и их взаимосвязь, и при этом общая картина всегда остается цельной и музыкальной. И в итоге средний диапазон в Pennant Conductor объединяет точность, фактуру и музыкальность, создавая такую цельную, гармоничную и насыщенную картину, где вокалы и инструменты сливаются в единое и живое звучание, где каждая деталь слышна, но не разрушает общую структуру композиции, делая прослушивание максимально погружающим и эмоционально вовлекающим. Но высокие частоты в наушниках Pennant Conductor получились очень спокойными, зрелыми и ровными. Они точно не яркие, не блестят искусственно и совершенно не утомляют. При этом верхний диапазон здесь аккуратно добавляет той самой прозрачности, четкости и легкой воздушности. Но все это ощущается абсолютно естественно, без такого ощущения, будто высокие частоты специально пытались перетянуть на себя все ваше внимание, как в очень ярких наушниках, поскольку здесь такого нет, поэтому и подача по восприятию остается куда более цельной и комфортной, да так, что каждая деталь вам слышна, но все воспринимается как единое целое, а не как набор каких-то там отдельных звуков, непонятно как разбросанных в пространстве. И благодаря этому вам здесь очень легко различать обертона тарелок, звон колоколов и легкие гармоники инструментов. И все они звучат детально, отчетливо, но при этом подаются слегка мягко и ненавязчиво, будто более естественно вплетаясь в общую картину, никогда не выбиваясь даже в очень плохих по сведению треках. И мне особенно понравилось, как верхний диапазон здесь придает сцене более такое лучшее ощущение ширины и глубины, создавая необходимую легкость и объем, подчеркивая текстуру инструментов и передавая большего ощущения открытости, но при этом не разрушая вот эту правильную гармонию с низкими и средними частотами. И
И все это создает ощущение такой максимально легкой воздушности и пространства, где каждая деталь занимает свое место, а сцена остается умеренно глубокой, широкой и хорошо структурированной. Ну и в итоге высокие частоты в Pen Conductor объединяют ясность, мягкость и музыкальность и слегка расширяют сцену и добавляют легкости звучанию, создавая цельное, гармоничное и полностью погружающее звучание, где каждая мельчайшая деталь была очень аккуратно вплетена в общую картину, делая композицию более объемной, прозрачной и завершенной, при этом абсолютно комфортной для более длительного прослушивания. Ну а звуковая сцена в наушниках Pen Conductor — это про то самое ощущение свободы, объема и правильной локализации каждого инструмента. Сцена здесь по восприятию широкая, глубокая, но при этом очень естественная, да так, что каждый инструмент и вокал занимает свое место и при этом ничего не ощущается искусственно выдвинутым вперед или наоборот утопленным назад. Музыка здесь буквально дышит вокруг вас, создавая эффект такого воздуха между инструментами, как будто они действительно живут в этом необъятном, но понятном для вашего восприятия пространстве. Но все же особенно впечатляет здесь это разделение планов. Передний план ощущается четко и телесно за счет костного драйвера, вокал уверенно стоит в центре, а инструменты располагаются уже за ним, создавая такое более естественное ощущение глубины. И при этом всем задний план остается очень прозрачным, да так, что детали вроде легких там обертонов, тихих перкуссий или тонких гармоник слышны, но не отвлекают вас от прослушивания, а наоборот как бы поддерживают общую структуру и создают ощущение большего объема. Но все же самое здесь необычное — это, конечно, ощущение открытости. И даже в более темных по сведению треках создается прям отличное впечатление легкости и пространства, где музыка не давит вам на уши, не сжимается, а наоборот разворачивается, словно в небольшом таком концертном зале вокруг вас, где каждый инструмент ощущается живым, легко различимым и при этом органично связанным между собой, создавая такое цельное и правильное звучание, где сцена воспринимается как словно такой единый музыкальный мир. И в итоге звуковая сцена в Pen Conductor поражает своей естественной шириной, глубиной и живостью, и вы точно понимаете, где что находится, ощущаете пространство между инструментами и голосом, и при этом все звучит цельно, музыкально и очень атмосферно, словно вы реально находитесь сейчас внутри композиции. Ну а вывод у меня получился таков: Pen Conductor — это одни из самых уникальных наушников такого форм-фактора, которые я когда-либо тестировал. И они воспроизводят музыку так, что создается ощущение живого присутствия, и вы буквально чувствуете ее физически и эмоционально. Да, конечно, они не гонятся за какой-то там гипераналитичностью или сверхточной микродетальностью, но при этом дарят вам целостное, богатое и живое музыкальное представление, где все имеет вес, фактуру и свое место в композиции. И честно говоря, с Pen Conductor мне просто хочется расслабиться, включить любимую музыку и полностью погрузиться в нее, ощущая каждый нюанс и каждое движение трека. И именно эта способность соединять точность, эмоциональность и естественность звучания делает, как по мне, их такими особенными и запоминающимися. В общем, от себя, друзья, я смело рекомендую вам эти наушники к покупке. И я думаю, что в этой ценовой категории сейчас лучше них ничего нет. Ну а ссылка на покупку этих наушников, как всегда, будет в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. С вами был IT Genius, спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.